После Лондона у нас в планах трехдневный отдых, потом у нас буткемп и сразу начинается готовиться. Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев, и мы находимся в Катовице на чемпионате Intel Extreme Masters 2020. Мы давненько не виделись, и я, признаюсь, я скучал. Мы возвращаемся с новыми интересными влогами в обновленном формате. Теперь у нас 2 камеры, соответственно, материала станет больше и эксклюзивности тоже. Мы уже находимся в отеле Вена Hotel. Мы совсем скоро расскажем об этом отеле поподробнее. А в сегодняшнем влоге вас ждет медиа-день, общение с ребятами, а также игра с фейзами. Мы находимся возле наших праков, номер 317. Сейчас посмотрим, собрались ли уже ребята. Доброе утро. Здорово. Здорово. Катовице? Or Катовице? Katowice. 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 Катовица, если это Катовица. Katowice. First, give me the address. First is Katowice. Катовице. Ударение. Как по ударению будет? Ребят, Можно в данный сделать момент мы по-русски. выясняем, Ударение. как правильно Ну, говорить. вот, Катовице или ударение. Катовице? When you say my name is Женя, but you can say it like Женя. Ah, So different. the accent. Accent, yes. For Finnish. Катовице. Give me a second. I always. Катовица. У них на каждое ударение идет. Give me a second. Он- Accent is for to. Катовице. Катовица. Причем он говорит так, Катовице. Катовице. Но на Он- каждый слог он у него посередине ударение. дает, Он да? везде ударение ставит, понял? Знаешь, что говорит Google Translate? Так как верно, парни? Знаешь, что Google Translate говорит? Катовице. Катовице. Да, у каждого. Жестко. Есть такая песня у этих, как это? Сегодня все закрыто, все. Я сегодня хотел купить сим-карты, здесь нет вообще ни о чем. Сим-карты можно Wi-Fi вообще купить. никакой. А? Сим-карту можно купить вот в этом торговом центре. Да, но он закрыт сегодня. Каждое воскресенье, как ты помнишь, Каждое воскресенье он закрыт. работает только Starbucks, если я не ошибаюсь. На вокзале там? Да, в прошлом году, по крайней мере, так было. Ну, у нас уже, наверное, все знают, что у нас есть дом в Берлине новый. Да, у нас был буткемп, он проходил 6 дней вроде, точно. Мы там тренировали новые фишки, мы очень мало играли, еще с перфектой, и там старались наигрывать какую-то игру, то есть новые стратегии тренировали, ему рассказывали о каких-то идеях, то есть он тоже много информации запоминал, так сказать. Поэтому, я думаю, работа шла таким полным ходом. Да, мы много общались, на буткемпе проводили время вместе, и было много тимбилдинга, и поэтому, думаю, да, мы сплотились. Больше поддержки стало, да и в целом тир-1 уровень все-таки дает о себе знать. Ну, планирую переезжать в Киев скоро. В ближайшее время после этого турнира, думаю, уже буду в Киеве. Смотрите, это расписание на сегодня. Мы приехали в клуб, который называется 23. Именно здесь будет проходить медиа-день. Смотрите, какое граффити крутое. Погодка до сих пор не радует.
Что за трючок? Standing here, trying to make a deal. Ain't no deal, feel like I'm going crazy, but still feel good. Классные слова. Ребят, мы находимся в клубе P23, какой-то андеграунд место. Посмотрите. Немножко шумов, может быть плохо видно, но здесь тематически все. Их надо привести в порядок. Сначала фото всей команды. Все равно можно вот так прямо идти в куртке, только чтобы стояли так, как будут сидеть на сцене. Потом мейкап, и потом фотографии уже. Хорошо. Сейчас. Так. Бам, чудовище пропадает, и жесткий красавчик появляется. Я просто смываю макияж. 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 Все же думали, что киберспортсмены они не наносят макияж. Но как оказалось. А прикинь, это просто кто-то слова такие создал. А если макияж был? Если честно, мне кажется, что все, кто снимается каких-то клипов, постоянно носят какой-то макияж все равно. Ну, Егорчик очень сладенький. Егорчик. Мы как группа какая-то, да? Под грустный дэнс. А чего вы здесь стали? Вам же туда идти, пацаны, в машинку. Просто встали. Споешь что-то, пожалуйста? В паутине большой сети. понял, что? Ты ошибаешься в плане. Я не И помню. сейчас все вместе. Под грустный дэнс. Кирюха молодец, очень много работает индивидуально и нам всем помогает. Красава. Что это за карточки? Расскажи нам поподробнее. Я знаю просто приложение Epic, там карточки всех игроков. Просто приложение? Ну, какое-то приложение там что может делать, не знаю. Не углублялся. Ты не хочешь углубиться? Все-таки карточки о тебе. Бро, нужно готовиться к турниру. Это важнее. Сколько дней вы готовились к этому турниру? На буткемп готовились. Сколько? Мне Блейд говорил, всего 7 дней прошло. 7 дней, да. Как вы вместе играете с Перфекто? Ну, мы играли еще 2 турнира, 3 дня еще там дома. Ну, короче, такими маленькими отрывками играли. Слушай, скажи, было какое-то посвящение? Ну, только честно. Нет. А есть дедовщина вообще в команде? Конечно, Элик вообще всех бьет. У меня синяки уже. Дает подсрачники, получается? Или как это выглядит? Ну, пощечины там. Он когда Перфекто пришел, он переживал? То есть было видно его волнение? Ну, в некоторых моментах, да, на турнире. А ты ему говорил, да успокойся. Ну, мы и так иногда смеялись, иногда поддерживали. И иногда не очень, да, когда проигрывали? Иногда ржали просто. Что ты думаешь по поводу этого турнира? Первый крупный турнир. Нужно постараться хорошо выступить. Кто андердоги? Можно вас назвать андердогами? Не знаю. Да вряд ли. Какие-нибудь Тайлу, возможно, андердоги. Итак, Даня мне подсказывает, что не стоит считать камень. Куда пошли? Куда пошли, пацаны? На самом деле очень много хороших команд на этом турнире, почти все топовые. Поэтому тяжело выделить какого-то определенного фаворита, если честно, для меня, по крайней мере. Потому что год только недавно начался, все набирают форму, и непонятно, кто как подошел к этому турниру, в какой форме. Поэтому не могу сказать. Ну, наверное, как всегда, будет бороться Астралис, Фнатик за высокие места, ну и Малза, наверное. Жека, рассказывай, что за карточки, потому что никто из игроков так до сих пор не играет. Ну, есть такая игра компьютерная. Не, серьезно. Ну, серьезная. Epic GG — это типа карточная игра. Не компьютерная. Ой, в смысле, ну, приложение типа в А телефоне. what is this? It's a trading card. Yeah, Epic's GG trading card. So basically, we're doing a set for Counter-Strike this year.
so you can get all your favorite players, collect them, and if you're lucky enough, you can get some signed cards as well. Оу. Это вам потом переведут. Так, это кто? Как вы думаете? Ну, кто-то, кто уже давно не спал, да? От игры. Такие у него на глазах уже пошли. Носик. Причесочку сделаем. На ухо похож, кстати, да? Лех, это ты, походу. Для начала, что мы имеем? Во-первых, холодина. Пробирает до костей. Спасает только наше новое зип-худи с этим прекрасным капюшоном. Второе. 16 лучших команд мира. Призовой фонд в размере $500 000. 2 сетки. Double Elimination. По 3 команды из каждой сетки отправляется сразу в стадию плей-офф. Сегодня нас ждет жаркая битва с командой FaZe. И мы отправляемся к ребятам в отель. Они не так давно выиграли группу в Лондоне, очень уверенно, я считаю. И они там показали неплохую индивидуальную, во-первых, в первую очередь, подготовку каждый. И да, мы ожидали, что это будет тяжелый матч. Мы, скорее всего, знали даже, какие карты будут. За исключением, возможно, оверпасса, мы могли его не ожидать. Насколько я помню, мы его не сильно ожидали. Никто из нас не думал, что они возьмут оверпасс. Мы думали, что они попробуют нас удивить на какой-то другой карте, то есть, в которой они больше всего уверены. Ребят, в данный момент у нас начался тим-ток с Андреем Блейдом перед игрой с командой FaZe, и Андрей попросил не снимать этот тим-ток со звуком. Его можно понять. Новая команда, ответственный матч, сразу же первый матч на этом чемпионате. И он бы не хотел раскрывать свои секреты. Но в будущем мы обязательно запишем несколько тим-токов, и вы посмотрите, какие именно фишки обсуждают наши ребята. А сейчас мы пообщаемся с Женей Юджином и узнаем, есть ли дедовщина в нашей команде. Потому что каждый новый игрок, он сталкивается с этим психологическим давлением. Это не обязательно давление исходит от наших ребят, от команды, но сложно адаптироваться в новой команде всем. Так было со всеми, с Симплом, с Эликом, с Бумычем. Сейчас мы узнаем, что об этом думает Юджин. Ну вот только честно отвечаю. Вот пришел перфекто. Так. Первый чемпионат, вернее, 2 первых чемпионата. Это Blast и Ice Challenge, на котором мы не виделись. Угу. Как вообще, как ребята его приняли? Ты как уже мудрый сенсей наш, ты сам все видел со стороны. Делись инсайдами, очень интересно. Ну, дедовщины бывают разные. Ну, расскажи, да. Какая у нас. Вот, не, у нас просто, на самом деле, я сказал бы так, теплый прием. И активно работаем, как бы, именно старшее звено Андрей, вот Глеб, я стараемся работать с перфекта, с позиции старших товарищей, знаешь, где-то помочь. Парень очень хорошо, быстро все схватывает. Парням он приглянул, как бы по душе, как мне кажется, находят они общий язык. Не видел ни разу какого-то, вот за это время, хоть и короткое, но не видел какого-то конфликта, даже в игре. То есть он как-то старается, он очень внимательно слушает, прислушивается, допустим, к указаниям там, игроков, тренера, и старается реально фиксить это. То есть это хорошее качество, когда человек открыт к каким-то переменам, не пытается там что-то навязать, да, и рассказать, вот я сейчас вам покажу, как надо, а наоборот пытается максимально эффективно влиться в то, что уже работает. То, что у нас все плюс-минус одного возраста игроки, это нам гораздо проще, то есть понимать друг друга в силу возраста, наверное, какие-то, либо прощать некоторые там моменты. Я думаю, да. Я думаю, через где-то месяца полтора еще мы будем вот, то есть той командой, которой мы были, возможно, в 2018 году с Эдвардом и Зевсом. Я имею в виду по сплоченности. Илье тоже надо привыкнуть, но мне кажется, он уже привык, и команда тоже рада. Дедовщина с нашей стороны. Дедовщина какая была? Рассказывай, колись, всем интересно. Короче,
Это было там поздним вечером. Мы, короче, взяли одеяло. Взяли одеяло, ремень, как полагается, да. Сначала черпак. В черпаки мы же его посвящали. Илья, он очень такой, как бы покладистый, но в нем есть какая-то такая, говорят, в тихом омуте черти водятся. В нем есть какая-то жилка, мне кажется, если его достать, он может показать зубы, и так, по крайней мере, мне так сложилось такое впечатление, и как бы то, что я слышал, он может. Ну, то есть затаившийся дракон такой. Он такой, да, он хищник, выжидает спокойно, вроде как добрый. Мне даже интересно, кто он по гороскопу? Сейчас надо... Это надо спросить у Бумыча и Флейми, у наших главных астрологов команды. Да. Ребята, мы обязательно эту тему раскроем. Бумыч и Флейми очень сильно углубились в астрологию. Вечерами вместе смотрят на звезды. И с утра, то есть мы приехали, это не шутка, мы приехали в отель, я захожу, ко мне подходит Бумыч и говорит, ну что, привет. Нет, он не спрашивает, кто я по гороскопу. Он просто подходит и говорит, привет, рак, как твои дела? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну ты же по гороскопу рак? Я говорю, да. Говорит, я попозже, я тебе все расскажу. Поэтому мы вместе послушаем. Они меня тоже так приобнимают, Бумыч и Флейм. Овен, говорят. Да? Да, браток наш. Браток Овен? Да. А они кто по гороскопу? Не помнишь? Егор Овен, а Кирилл Стрелец. Ага, вот так. Они об этом, да. И они об этом не умалчивают. Ну смотри, как все просто делится. В нашей команде есть знаки воды и знаки огня. Рак — это вода, Скорпион — это вода, Сани — это весы у нас же, правильно? Вот, я не знаю, это воздух, наверное. Это горючая вода. Это раздувающий огонь. Раздувающий огонь. Да. И по сути у нас получается вокруг нас огней скопилась вода. Вода, она может быть чистой, может быть мутной, как мне Егор объяснял. Вода может быть, там, грубо говоря, заряжающей, мертвой, живой и так далее. А огонь, он всегда огонь, понял? Огонь, он горит, либо он тухнет. Вода может потушить огонь. Короче, нас тут щемят, ребята. Ребята, вы симпла, короче, это прыжок на колесике. Лёх, не позорься. На колесике? Что? Вот эти прекрасные мышки. Что? Все прыгают на колесико вниз. Ты прыгаешь на колесико вниз? Перфекто, ты прыгаешь на колесико вниз? Флейм, ты прыгаешь на колесико вниз? Я нет. Жесть. Ну ты, я нет. Нет, бро, смотри лайфхак, слышишь? Хорошо. Короче, Лёх, у меня 3 кнопки. Пробел, X и колесико вниз. А, ну так пробел у тебя все-таки есть? Я в 1.6 стоял. Ну, ты им юзаешь его? Я иногда его это... Прошу вас, вы должны понять, что отрывать игроков во время того, когда Блейд, вообще, я только что зашел, он говорит, так, мы сейчас даем здесь колы, файл называется черным по белому. Объясню, почему черный по белому. Просто текстовый документ, где каждый раунд разобран, и они благодаря этому файлу сейчас следуют какому-то, я не знаю, плану, системе. Да, системе. Поэтому не получилось там, знаете, где-то о чем-то узнать, какие-то инсайдерские инфы получить, но я уверен, что после сегодняшней игры с фейзами, независимо от результата, мы обязательно обсудим. Да что сейчас можно ожидать от команды FaZe? Ну, FaZe заняли первое место в группе на Бласте, они показали очень уверенную игру. По-моему, они проиграли одну карту или вообще не проиграли, не помню. Но выглядели они очень убедительно. Я думаю, у них есть какая-то вот такая самоуверенность сейчас. Они в этот матч приходят с такой самоуверенностью, как будто бы они FaZe вернулись, знаешь, в таком плане. Но мы готовы к этому. У нас тоже есть уверенность в победе над другими командами. А кого бы ты выделил на этом чемпионате? 16 лучших команд? FaZe? Из команд? Смотри, Fnatic не было вообще видно. Мне вообще интересно, как они себя покажут, потому что я не видел на том турнире. И тренировок с ними мне не удалось забить вообще. Я их не видел. Вот, Астралис я могу выделить. Они, на самом деле, заняли официальное место на Бласте, но в то же время они сыграли хорошо. То есть, по их действиям на карте это все было довольно-таки неплохо, особенно с нами. Но можно сказать, что это их разозлило, и они ушли в свои пещеры, скажем так, выразимся. Конечно. Мне кажется, любого чемпиона очень сильно цепляет поражение, и он возвращается с новыми силами, с новой энергией, потому что он хочет вместе хочет. Ребят, ну что, посмотрим. Вот так вот начинается групповой этап. Первый матч для нашей команды. И такой зрелищный матч. Будем вместе смотреть, поднять щиты, вернее, вы уже их поднимали.
посмотрите все в этом влоге. Давай рассказывай, как команда тебя приняла. Была ли дедовщина? Рассказывай, была дедовщина? Дедовщину устраивают. Не, ну правда, вот скажи, пока что без интервью, важный матч с Фейзами. Расскажи, как тебе приняла команда? Во-первых, мы сейчас идем, ребят, кушать. Здесь нас кормят по талончикам, мы едим. Сейчас мы присядем. Да. Меня разъебут просто потом фанаты наши скажут. Все окей. Рассказывай, ну была дедовщина, брат? Да не было, все окей было. Точно? Как тебя приняли? Ты переживал? Hi, guys. Пацаны сейчас будут против нас играть. Вы видите, они сидят, кушают, уже подкрепляются. Давит на тебя команда? Посмотри, как они сплоченно сидят сейчас за столом и все обедают. Сейчас мы также будем сидеть. Кто мы? Рожденные побеждать! Ну, мне кажется, мы не до конца проснулись еще к первой карте. Старались делать все то же самое, что и делаем, но не получалось. Где-то не везло, где-то какие-то моменты нам мешали это делать. Непонятно. Высаживаешь. Что за каменные лица? Это такая игра? Это что мы их сделали только что? Выдыхайте, пацаны, просто выдыхайте. Ребята, я вам говорю, я сидел, у меня просто... Есть такие мемы. Да. Послушай, дядя, вы жестко играли, красавчик, выстрел мужчины. Понял? Злые все. Ну, злость надо свою проявлять по-другому. На самом деле, я вам серьезно говорю, ребятки, только что очень была жесткая заруба. Очень. Там вы не видели, что происходило в лаунже. Там представители всех команд сидят, и когда они смотрят матч, просто аж мурашки по коже бегут. Нас ждет финальная третья карта. Они решили выбрать оверпас. Для меня до сих пор загадка почему. То есть мы всегда играли неплохо оверпас Нави, то есть еще... Мне кажется, сколько вот Нави есть в CSGO и есть карта оверпас, столько оверпас Нави хорошо играли, достойно. И у них особо, насколько я знаю, практики не было тоже на этой карте. Они играли всего один оверпас за последнее время. И тяжело, когда у тебя нет турнирной практики. Ты можешь удивить команду, но... Мне кажется, не тогда, когда у тебя практики на этой карте турнирная одна всего за последнее время. Мы, рожденные побеждать, прям вложим, вот все лишнее оставим, сядем с чистым разумом, сыграем оверпас. Готовы? Все, пацаны, боремся до последнего. Давайте, боремся до последнего. Поехали. Кто мы? Рожденные побеждать!
чувствовали, что, возможно, мы сильнее их на этой карте. Я думаю, мы еще пытались понять, что же они такого подготовили, что они свели к ней, то есть как третью карту оставили. Возможно, они на самом деле рассчитывали на 2-0, потому что, насколько я знаю, Даст-2 они считают одной из своих самых сильных карт. И они, возможно, рассчитывали с таким успехом просто закрыть нас 2-0 условно. И не думали, что дойдет дело до оверпасса. Но, если честно, мне показалось на секундочку, что они сами себя перехитрили. Да, я доволен, конечно, мы выиграли. Я всегда доволен, когда мы побеждаем. Были недопонимания, но в игре мы с ними справились, победили. Поэтому, да, доволен, конечно. Ну, была очень сложная игра, мы допускали какие-то ошибки, но все-таки потом собрались и вместе на уверенности выиграли. Глеб, что ты сказал ребятам перед первой картой? Ну, я сказал, парни, надо просто выиграть нюк. Так мы же его проиграли. Ну да. Ну, а потом я сказал, что, парни, надо просто выиграть Даст. И вы его выиграли. Мы его выиграли. Ну а перед третьей картой какая была методика? Ну, мы подышали, потом еще раз подышали. И я сказал, парни, надо просто выиграть оверпасс. По плану играть от игры к игре, улучшаться, работать, становиться лучше как команда. Пацаны. Это второй. 2020 год Нави начинает с чистого листа. Гардиан, один из самых бездарных игроков клуба, вновь сложил ребятами, а мы приветствуем в команде плюс мораль. Привет, меня зовут Илья Заводский, играю под ником Перфекта, и я стал морально устойчивым. Мне написал Андрей Блейд, спросил, не хочу ли я играть против ботов, а-ля Mentality League. Вот так прошла неделя. Но в целом, исходя из того, что мы тренируемся всего неделю, я думаю, Бумычка мне и даст. Наверное, и на трене, и на касте. Тебе нравятся такие видосы? За атаку было две ключевых ошибки. Когда мы провели атаку, Тарас... наверное, и на трене, и на касте. Ну, не это сейчас. Там где? За атаку было две ключевых ошибки. Когда мы провели атаку, но игра вообще не чувствовалась. Самая первая игра. Были какие-то вообще проблемы из-за того, что... Почему проорали первый уровень? Вардин вернулся, проблемы с наушниками, плохой теплый, Бумыч не покушал. Проблемы с наушниками.